Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать про новую панель свойств, которая появилась в Altium Designer 18 и которая пришла на смену старому диалогу свойств и старой панели инспектор. При этом новая панель, она, во-первых, имеет одинаковый вид для одних и тех же примитивов как в редакторе схем, так и в редакторе печатных плат. Во-вторых, она в себе сочетает все лучшие возможности ранее существовавших двух инструментов, и она решает некоторые проблемы, которые существовали в предыдущих версиях. Чтобы запустить эту панель, можно поступить одним из ниже перечисленных способов. Также в точности, как и в 17 версии, можно сделать двойной клик на каком-нибудь объекте, можно нажать правой кнопкой и выбрать пункт меню Properties, либо можно нажать клавишу F11, и появится панель со свойствами того примитива, который вы выбрали. Если вы откроете эту панель тем же образом, как я сейчас открыл, то вы увидите какое-то гигантское количество свойств, которые разбиты на секции, и все эти свойства расположены в панели вертикально. Поначалу может показаться, что это довольно-таки неудобно, но, на мой взгляд, если эту панель использовать правильным образом, то удобство работы с ней гораздо выше, чем со старым диалогом и со старой панелью инспектор. В чем заключается правильный подход использования этой панели? Во-первых, рекомендуется эту панель расположить в каком-то заданном месте рабочей области и закрепить ее, например, вертикально в левой части экрана, поверх панели Projects. Во-вторых, рекомендуется скрыть те свойства примитивов, которые вы будете редко редактировать. Например, смотрите, у компонента количество свойств довольно-таки большое, но графические свойства редактируются супер редко, модели редко, фотпринты, я бы сказал, что довольно-таки часто будут, по крайней мере, просмотры использоваться, ссылки редко, и в схематике location компонента тоже используются довольно-таки редко. Теперь мы видим, смотрите, только какие-то базовые свойства компонента, основные свойства и просмотр фотпринта. Есть отдельные закладки для параметров и отдельные закладки для пинов. Теперь давайте посмотрим, как выглядят свойства компонента на печатной плате. Я, например, открываю печатную плату, выбираю этот компонент, F11 открываю свойства, и те же самые подготовительные действия я панель свойств располагаю в левой части экрана и скрываю группы, они у меня уже оказались скрытые. Это группы Swapping Options и Schematic Reference Information. То есть у меня здесь location я отображаю, в PCB это чуть более часто используется, чем в схематике. И я вижу, что у меня есть группа location, группа properties, базовые свойства компонента, и footprint. Внешне свойства выглядят очень сильно одинаковые в двух разных редакторах. Если мы посмотрим на эту панель, то мы можем отметить, что ранее существовавшие возможности в панели инспектор были привнесены в эту панель. Мы можем по гиперссылке перейти к свойствам его дезигнатора. Мы их видим, И в точности так же по ссылке мы можем вернуться вверх на родительский примитив. Здесь у нас есть возможность постселектного фильтра, когда мы, например, выбрали рамкой большой кусок схемы и хотим сказать, что среди выбранных объектов мы хотим работать, например, только с примитивами заданного типа. И в частности здесь есть такой переключатель, который говорит, что вы будете работать только с объектами в данном листе схемы, либо вторая кнопочка с объектами во всех открытых листах схемы данного проекта. Интересной особенностью новой панели свойств является тот факт, что если вы в рабочей области не выбираете никакой из примитивов, то панель свойств не остается пустой. В это время она показывает свойства текущего документа. То же самое в PCB. Я могу снять выделение с компонента, и я в этой панели увижу свойства платы. Причем, опять же, свойства здесь сгруппированы определенными секциями, и крайне рекомендуется скрыть те секции, которые вы будете редактировать очень редко. Например, это свойство ASA, это свойство Grid Manager, группа свойств Grid Manager, Guide Manager, Board Information, например, я довольно-таки часто использую. Мне, например, приятно видеть всю эту статистику, опять же, с гиперссылками, я могу переходить к этим примитивам. И я, например, часто использую эти опции привязки. Кроме этого, здесь в панели свойств, в тот момент, когда никакие примитивы не выбраны, показан раздел Selection Filter. Вы можете его настраивать и выбирать только те примитивы, которые вам интересны. Например, я могу сказать, что выбираются только треки, и при выделении рамкой всей платы у меня выделяться будут только дорожки.
с которыми я могу работать. Все остальные примитивы при этом не выбираю. Другой важной особенностью новой панели свойств, и я бы сказал, что это вообще нововведение в версии Ultimate Designer 18.0, это строка поиска. Например, если вы выбираете компонент и вы хотите найти там какой-то вывод этого компонента, который подключен к земле или должен быть подключен к земле, вы вводите, например, GND, и, соответственно, программа автоматически открывает вам закладку с пинами и показывает, что на земле должны быть выводы 4 и 7. То есть, таким образом можно довольно-таки легко там находить какие-то вещи. Вы, например, там не до конца знаете свойства примитива, но хотите найти, вот где у него тут rotation задается. И вы пишете, например, rotate. Вот, он показывает там, соответственно, раздел Location, и в разделе Location показывает, что вот тут можно задать угол поворота. Вот. Другой новой особенностью данной панели свойств является возможность использования этой панели во время интерактивных процессов. Если вы вспомните версию 17, то при работе с какими-то инструментами вы во время работы не могли видеть, какие характеристики у этого тула. Например, когда вы роутили дорожку, то сказать характеристики этой дорожки, каким правилам она руководствуется, какие переходные отверстия устанавливаются, во время роутинга было нельзя. Нужно было запускать отдельный диалог. И в том числе управление вот роутингом 17 версии выполнялось в основном с помощью горячих клавиш, которые даже многие продвинутые пользователи не могли так сходу знать. В Ultimate Designer, если вы начинаете роутинг, то в панели свойств автоматически подгружаются свойства роутинга. И вы, например, можете видеть сейчас, что я, например, занимаюсь роутингом цепи USB 3 BE3, она входит в какой-то определенный класс, и дальше я вижу все настройки. Например, я вижу, что у меня толщина дорожки сейчас 0,17, и написано, что клавиша 3, она переключает толщину дорожки. Я пробую, например, нажимать клавишу 3, у меня видно, что слайдер меняет свое положение, и переключается значение минимум, преферит, максимум. И четвертое значение, которое не видно на слайдере в панели свойств, но его видно внизу в строке состояния, называется User Choice. Это пользовательская толщина. Чаще всего это та толщина, которая была в этой дорожке использована последний раз. Если я, например, хочу редактировать свойства роутинга, то я нажимаю клавишу Tab, в точности так же, как я делал это в предыдущей версии, в 17. При этом у меня включается режим паузы. Вы можете увидеть значок паузы в центре экрана. Рабочая область после этого становится неактивна, и фокус встает вот в этой панели свойств. Здесь вы можете ее сконфигурировать определенным образом. Например, вы можете открыть раздел Interactive Routing Options, Rules — это правило, визуализация и справка. Справка показывает вообще все горячие клавиши, которые работают во время роутинга. Визуализация — вы можете включить отображение клиренса во время роутинга. Я, например, нажимая кнопочку паузы, чтобы из нее выйти, вижу, что вот у меня включился режим отображения клиренса. Да? Я нажимаю еще раз Tab, смотрю, какие еще свойства я здесь могу задать. Ну, временно визуализацию Help Rules я скрываю. Вот то, что у меня здесь осталось. Вот. Я могу все это дело здесь настраивать. Какой режим трассировки у меня используется, какой предпочитаемый угол должен быть использован для дорожек, какие переходные отверстия и так далее. Выйти из режима паузы, как я уже сказал чуть раньше, я могу нажатием кнопки паузы, а также нажатием кнопки Escape, которая прекращает паузу и возвращает меня в продолжение вот этого интерактивного процесса. Вот. Несколько приятных добавлений новой панели свойств можно также отметить. Например, когда выбираете проводник, то в свойствах проводника вы видите не только ту цепь, в которую он входит, но и тот класс, в который эта цепь попадает. И вы видите в том числе длину этого проводника. Вот этих, например, двух свойств, netClass и длина, в предыдущем случае не было. Опять же, обращаю внимание, что, например, вот маску для проводника я задаю крайне редко. И я эту секцию просто скрыл, чтобы свойства визуально выглядели сильно проще. Вот. Если я, например, выберу компонент, а я для этого воспользуюсь фильтром, я скажу, что мне нужно выбирать только компоненты, и, например, выберу компонент, то я увижу, что у меня здесь, помимо всех свойств, появилось новое свойство 3D Body Opacity. Я могу задавать уровень прозрачности 3D модели для этого компонента.
Вот, а потом в 3D, соответственно, этот компонент выбираю. И вот этот вот слайдер мне, соответственно, позволяет задать прозрачность для этой модели. Вот, прозрачность я могу, к сожалению, видеть только после того, как я снял выделение с этого компонента. В настоящий момент пользователь не может конфигурировать положение секции в этой панели и не может конфигурировать вот эти вот закладки в этой панели. Но в будущей версии предполагается, что такая возможность появится. И пользователь будет конфигурировать и отображать в этой панели только те свойства, которые ему нужны для текущей работы. Вот. Ну, наверное, это пока все, что пользователь должен уже сейчас знать об этой панели, чтобы максимально рационально ее использовать. Спасибо вам за внимание.